Здравствуйте, мои любимые женщины, девушки, девочки, всех. Я знаю, вы любите, чтобы вас называли девочки, девушки, но для меня женщина, это прежде всего, которая родилась уже женщина, женщина, она и умирает обычно, ну, если не в Таиланде, как же без шутки, правильно? Так, смотрите, сегодня видео будет такое, о том, почему же часто мужчины бегут от женщин, почему мужчины боятся женщин, почему женщины даже очень красивые часто остаются одинокими. Мой ответ, если так быстро, то я считаю, что это убеждение. У женщин очень много современных сейчас... Смотрите, все, что я буду говорить, это в обе стороны работает. То есть как и для мужчин, так и для женщин. Я уже сделал видео для мужчин, а теперь я хочу сделать конкретное видео для женщин. То есть все, что я говорю, это применимо и там, и там. И это противоречит очень с тем, что сейчас рассказывают женские психологи, коучи и так далее. А транслируют они очень страшные, как по моему мнению, мысли, которые еще больше укрепляют какие-то наши общенациональные убеждения или общемировые убеждения о мужчинах. Сейчас появилась такая мода называть мужчин абьюзерами, тиранами, нарциссами и так далее. Женщины заходят на сайт разные, проходят тесты за своих мужчин, смотрят признаки нарциссизма, признаки тирана, абьюзера, применяют это относительно своих мужчин, потом им это высказывают, сравнивают их с этим, да, какие-то проверки устраивают, какое-то отношение уже, да, по-другому, какой-то контроль, напряжение появляется в отношениях. К чему это может привести хорошему? К чему? Вот сейчас, допустим, новый виток в этом, это вот это новое видео там про этого в Казахстане, что произошло, там забил свою жену, или там, я не знаю, что там, я не смотрел, ну, я примерно понимаю, что там. И это просто как топливо, да, по сути, это трагедия, это преступление, это трагедия, это ужасно, это то, что бывает, да, то, что бывает, и да, действительно, у мужчин, конечно, больше тестостерона, чем у женщин. То есть у них больше этой жесткости, грубости и каких-то таких более жестоких проявлений. Это и в природе видно, это и в жизни видно, да, действительно. Такова природа, да. Ну, есть закон определенный, да, есть его нарушения, есть исключения везде. И агрессивность женщин, она не менее интенсивна, не менее токсична, чем агрессивность мужчин. Я против этих обобщений. Я, смотрите, женщины, если у вас проблемы с мужиками, если вам попадаются одни козлы, одни дебилы, одни изменщики или какие-то там абьюзеры, нарциссы, тираны, это ваши убеждения. Значит, у вас такие убеждения. Ну, если вы сейчас не прикованы к батарее, вы находитесь с этим мужчиной, это ваша зона ответственности. А подобные видео, которые вы смотрите, ну, не вы, а такие женщины, которые смотрят, да, потому что вы-то смотрите мое видео, что правильно. Ну, женщины, которые смотрят подобные видео, они просто перекладывают эту ответственность. Они вместо того, чтобы подумать, как-то я могу изменить ситуацию в наших отношениях, как-то я могу что-то предпринять, как-то я могу что-то сделать. Вместо этого они просто говорят: мой мужчина абьюзер, мой мужчина какой-то там тиран, нарцисс и так далее. Просто полностью перекладывая ответственность на него и ожидая от него каких-то изменений, когда ты что уже изменишься. То есть это вообще основная беда. Мужчин-то не будут они меняться никогда. Они не будут, они не ваш папа. То есть ваш папа не изменился, и он не изменится. С чего бы ему меняться? С чего бы ему меняться? Более того, скажу, что, скорее всего, если он поменяется, то этим женщинам он уже разонравится, потому что она не сможет испытывать привычные эмоции с ним, которые она привыкла испытывать со своей мамой, со своим папой, по жизни, там, со своим начальством и так далее. Она все, он уже не интересен, это уже птица другого полета, он не интересен. Мне нужен тот, который набухается, мне побьет, и я пойму, что он меня любит. Он бьет, значит, любит. Да, и на самом деле это работает. Это очень работает. Как физически можно побить, можно морально побить. Понимаете, о чем я? И сидеть, размышлять о том, какой там мой мужчина, какие у него патологии. Ну, можно, конечно, но вопрос, какой в этом смысл? Какой в этом смысл? Я предлагаю вам, дорогие женщины, все-таки поработать с вашими убеждениями, с вашими ценностями. А что для меня, кто для меня настоящий мужчина, а каким должен быть мой мужчина, да? И почему я думаю, то есть для тех, кто считает, что все мужчины изменщики, да, так вам сама жизнь будет давать только изменщиков. Вся вселенная будет работать на то, чтобы давать вам изменщиков. Вы будете подталкивать своим поведением мужчину, чтобы он изменил. Вы добьетесь того, чтобы он вам изменил. Из 100 мужчин, которые не склонны к изменам, которые вообще никогда не планировали изменять, вы найдете одного того, который вам изменит. Понимаете, о чем? И это очень опасно, это очень разрушающе. Да, сейчас то, что происходит в мире, вот эта вся эмансипация, которая вышла за рамки нормального, то есть сейчас, когда, по сути, уже нужна эмансипация для мужчин, для защиты их прав, и дискриминация, в некоторых европейских обществах дискриминация именно идет уже больше на мужскую сторону, да, действительно, очень часто трудно оставаться мужчиной.
с этим огромным количеством контента, с этим огромным количеством порно, с этими технологиями, с этими высокоразвитыми женщинами-карьеристками, мужчинам реально сложно оставаться мужчинами. Учитывая то, что на постсоветском пространстве в основном чаще всего мужчины воспитаны женщинами, даже в тех семьях, где присутствовал отец, потому что чаще всего он присутствовал номинально только, а он постоянно где-то отсутствовал. Так бывало часто, что и женщины, и мужчины отсутствовали, да? Это очень частое явление. И это не одно поколение. Это не одно поколение. И так продолжалось поколение за поколениями. И да, сейчас есть проблема. Сейчас мужчины просто не знают, куда смотреть, просто они не видят своего направления, то, что должен был заложить им отец. Они этого не понимают, у них нет этой опоры, они ищут эту опору в отношениях, они ищут эту опору в женщине. Женщина этого, конечно же, не хочет, она это сбрасывает всеми возможными путями и так далее. Конечно же, она этого не хочет. Но и гнобить своих мужчин тоже не нужно. Потому что, что какого вы хотите себе альфа-самца, вы его там что-то там за носки ругаете, что-то там гавкаете на него, дрючите его, как я не знаю что, и вы хотите от него потом какого-то, чтобы мужского чего-то. Как это может быть? Этого быть не может. Это все-таки работа с убеждениями, да? Это честность прежде всего. Честность. Если тебе больно, скажи, что тебе больно. Если ты обиделась, скажи, что ты обиделась. Не надо устраивать манипуляции, не надо устраивать какие-то поводы, причины, какие-то догадки. Спокойно поговори со своим мужиком, что-то скажи ему. Если он тебя не слышит, нахер тебе такой мужик тогда? Зачем он тебе нужен? Значит, это не твой мужик. А если это нормальный мужик, он тебя услышит, он с тобой поговорит и так далее. Я вам так скажу, ко мне в терапию у меня намного чаще происходят случаи, когда именно мужчины хотят терапию семейную больше, чем женщины. То есть они именно просят. Да, бывает такое, что женщины просят, бывает такое, что мужчины просят. Не знаю. Мне чаще попадается, что мужчины более проактивны, мужчины больше сейчас просят терапию, просят совместную парную и так далее. То есть это становится все более и более популярным. То есть мужчина начинает о чем-то задумываться, мужчина начинает работать с собой, саморазвиваться, о чем-то узнавать. И мужчин очень много, и мужчин очень много разных. Много тех, которые склонны изменять, которые не могут без этого, которые склонны обижать, много, которые склонны заботиться, любить и переживать за вас. Поэтому просто оглянитесь, просто присмотрите свои убеждения, потому что если у вас есть убеждение, что мужики мудаки, то вы будете только видеть мудаков, то есть через линзы своего восприятия. И из 100 нормальных мужиков вы выберете негодного мужчину, понимаете, который вас будет обижать. Поэтому как к этому прийти? Как с этим работать? Прежде всего, это терапия. Это терапия. И желательно, это не желательно, а это обязательно. Это не та терапия, там, где вам будут говорить, ты права, он козел, он абьюзер, это абьюзивное отношение, уходи и так далее. Там он тебя, да, то есть прикладка ответственности, какие-то советы, там, сделай то, зарегистрируйся туда. Я не от головы это говорю. Ко мне приходят клиентки после таких специалистов, и мне рассказывают эти истории, как они сделали еще хуже, по сути, этими советами, этой своей авторитетностью, этими своими никчемными советами. Они еще больше загоняют женщин в эту концепцию, в это обобщение мужчин, в эту презрение какое-то обобщенное к мужской личности. Нет, такого не должно быть. Психолог должен конкретно тебе уже работать с твоими чувствами, своими потребностями, а что не выполняется, как с этим работать, да? Там нету такого, что там вот какой он козел, нет. Конкретно с тобой работают. Почему ты, если тебя что-то не устраиваешь, почему ты там находишься? Почему ты до сих пор там находишься, в этих отношениях тогда? Или почему тебе попадаются такие мужчины? Зачем тебе это нужно? Что тебе хочет вселенная донести этим? И это, конечно, работа на более высоких нейрологических уровнях, на уровне ценностей, на уровне убеждений. Ну и, конечно, практика. Пробуй просто разговаривать с мужчинами, просто как с людьми. Не как с мужчинами, пробуй просто разговаривать как с людьми. И это очень поможет. Это очень тебе поможет. Мужчины такие же самые люди, как и женщины, такие же самые, с такими же своими потребностями, с такими же... Они тоже плачут, они тоже хотят поплакать, они тоже хотят пожаловаться, иногда они тоже хотят посплетничать, они тоже хотят что-то поделать, они тоже хотят повеселиться или что-то такое, или наоборот погрустить. Они такие же самые люди. К сожалению, сейчас в европейском обществе перекос вообще в сторону женщин, то есть, мужики-то вымирающий вид, так сказать, так что их нужно спасать, девчонки, берегите пацанов, реально, берегите пацанов. Берегите пацанов, реально. И пацаны тоже люди, пацаны тоже чувствуют искренность, неискренность. Им тоже неприятно, когда они чувствуют себя кошельками какими-то. Знаете, сколько у меня клиентов, которые там говорят, я чувствую себя кошельком каким-то или что-то такое. Я думаю, да может быть и нет. Общаюсь с его женой уже отдельно. Да, действительно. Это очень частый случай, когда говорит женщина, да, я была с ним чисто ради денег, уже просто терпела, просто жила, потому что мне так было удобно. Годами. Это я не обвиняю этих женщин, то есть куда смотрели эти мужчины, они разве этого не видели? Они это все видели, они просто не хотели этого замечать, но женщины, как вы же себя продаете?
но это, по сути, это бытовая проституция. Вирус бытовой проституции просто он просто заполонил просто эту планету сейчас, особенно в европейских этих обществах, это просто ужас. Посмотрите, понаблюдайте, то есть, что вам нужно от мужчины, посмотрите. Я, честно, в своей жизни этого не вижу, то есть мне таких женщин не попадаются, то есть я сразу их пролистываю, то есть я их вижу, я их пролистываю, они даже не попадаются. Но бывает, смотришь там, что в Инстаграме, в Ютубе какие-то опросы, там, кого бы ты выбрала, 20-летнего на Део или 60-летнего на Порше, 60-летнего на Порше, молодая деваха, говорит, там, 18-16-летняя. Там, что ты готова сделать за iPhone, что ты готова меня там поцеловать, не поцеловать, у нас такие бабки. Вы что, вы проститутки или что? Ну, проституция, ничего не имею против, очень прекрасная профессия, она очень нужна. И она довольно честная. И я считаю, что классические проститутки, они довольно честные, они четко говорят, у них есть четкие прайс-листы. А что у этих женщин, которые занимаются бытовой проституцией, это что? Это как вообще? Это что-то там, сделай, купи, там, подари, я тогда, то-то, то-то. То есть даже какие-то правила размытые, непонятные. Кому это может понравиться? Ну, каким-то созависимым мужчинам, безвольным и так далее. Опять-таки, по поводу там обеспечения и так далее, там рассказывают, как не надо, там, чтобы такое, не надо такое. Вы кого ищете? Вы ищете папу, кошелек вы ищете, или вы ищете мужика? Вы ищете спонсора, или вы ищете мужика? Ну, спонсора можно найти много где. Ну, поедете в какую-то арабскую страну, найдите себе спонсора какого-то, чтобы вас обеспечивал. Или вам мужик нужен, или вам любовь нужна, вам что нужно? Или вы хотите и любовь, и чтобы бабки были, и то, и то. Понимаете, как одна психологиня сказала, прикольная, говорит, я удивился, говорит, волчица в лесу, она не ждет, когда ей волк выплатит алименты. Да, она не ждет, когда ей волк выплатит алименты на волчат. Она идет, охотится, их и кормит. Да, но это такая прям очень экстраполированная аллегория, но почему бы и нет? Почему сейчас женщины часто считают, что им кто-то что-то должен? Мужчина должен то, начинают разгонять какой-то такой бред по поводу того, что надо, вот сколько ты дашь женщине, столько тебе потом вернется из вселенной и так далее, такое вчихляют, и мужики этому вторят, они так сидят в этом тумане, это все происходит. Но это как бы мои убеждения уже, да, я транслирую, но я считаю, ну, как по мне, это немножко неестественно, немножко неправильно, да, то есть немножко неправильно, и я не пропагандирую эти ценности, что там женщина сидит дома и так далее. Ну, ты сама себе будешь интересно, что ты будешь дома сидеть и бабки пересчитывать, и маникюрчики делать, массажики делать, и быть вся такая классненькая для своего мужика. А где твоя самореализация, где твоя миссия, где твоя жизнь, где твоя деятельность, где твоя польза этому миру? В чем? Ну да, можно вдохновлять мужчину, да, но, блин, ты кто? Ты рабыня, ты в гареме, или ты женщина, или ты тоже личность? Ничего не имею против, у меня довольно гибкие взгляды, все индивидуально, просто это такие я засеиваю контрубеждения для некоторых людей, которые очень сильно укоренились в той или иной концепции, в той или иной парадигме. То есть я предлагаю немного другой взгляд, подумайте об этом по-другому. Вот, так что спасибо за просмотр, дорогие девочки, да. Если что, спрашивайте, что понятно, что непонятно, оставьте свой комментарий, дайте обратную связь, я даже очень рад вашей критике буду. Если вы напишите ее в комментариях, я обязательно ее прочитаю и прислушаюсь к вашим словам. Спасибо, пока.